Мы хотим прийти в театр, и для меня, помню, собраться в театр, это был такой праздник. Это такие были сборы, это что-то было необыкновенное, у меня дрожало сердце. Вот сердце, когда я сидела, открывалась эта занавес, вот я хочу, чтобы каждый ребенок, вот, который придет на спектакль, вот было ощущение волшебства. Вот ты приходишь в волшебную страну. Дисней, да? Ты приходишь, и ты погружаешься в сказку. Сначала у меня была мечта стать музыкантом, пианист. Все девочки тогда ходили с пюпитрами, если вы помните, это в белых колготках, в лаковых туфельках. И мне очень хотелось тоже иметь вот такой пюпитр с нотами и ходить, играть музыку. Мы жили в доме, где жила учительница по музыке, и я спускалась с одного этажа вниз, но вот это вот одевала весь атрибут, значит, свои колготки белые, туфельки, спускалась вниз, значит, чтобы играть. Но потом, когда я начала учить, значит, азы музыки, мне стало немножко скучно. Я хотела уже играть сразу, не по нотам. Я сказала: мама, в принципе, я хочу танцевать. Вот тогда меня привели в Одесскую балетную школу, и вот я там начала учиться, заниматься, мне очень нравилось. Мой педагог сказал, что вашу девочку нужно везти либо в Москву, либо в Ленинград учиться. И в 11 лет я попала в училище. Тогда все уже были набраны студенты, и когда я приехала, это было уже середина сентября, начало октября. Меня специально проверяли в балетном классе, как сейчас помню. Была прекрасный педагог Людмила Борисовна Лаврова. Я пришла в класс, где было много девочек. Я была совершенно другого плана. Девочка стояла уже с таким характером прима-балерины. И она на меня смотрела, улыбаясь. И я помню, как она меня спросила один вопрос: что ты можешь с нами станцевать? Я сказала: я могу станцевать Мальвину. Действительно, я танцевала Мальвину в Одесской балетной школе, это был номер. Но Мальвину я не станцевала, станцевала я Китри. Маленькая девочка, я начала делать такую технику, которую делали настоящие балерины. То, что я видела по телевизору, потому что меня никто не учил. И как я сейчас помню, что все дети стояли вот с такими огромными глазами, я остановилась, вот как видела в телевизоре, великие балерины останавливались. Вот так. И потом моей маме сказала: я возьму вашу девочку, хотя, конечно, нужно переучивать все, потому что не любили брать детей, уже, которые уже проходили образование где-то в других школах. Да? Нужно было начинать все сначала. Но меня что-то вот заметила, мне сказала: я возьму вашу девочку. Моя жизнь прошлая была. Это балет, это балерина. Да? Здесь пришлось совершенно раскрывать другие ресурсы, да, свои педагогические, организационные, как хореограф. Но я считаю, что самое большое достижение – это мои дети, вот, в которых я вкладываю вот то, что я, так сказать, имела там, когда я училась, да, и танцевала. Вот свой опыт я передаю. Вот это, наверное, самое главное, что у меня есть такая возможность. Дети, они все разные, да? Вот видно по характеру ребенка. Вот даже маленького приводят, вот я вижу их, да? У кого вот глазки горят, да? Кто внимательно тебя слушает. Даже иногда ты не веришь, что в 3,5 года ребенок может сделать такие вещи, что ты даже никогда не мог подумать, там, вытянуть подъем, то есть сознательно, да, сознательно вытянуть подъемчик, держать ручки, да, головку покоординировать как-то. Но для того, чтобы выйти уже на уровень профессиональный, конечно, нужны физические данные, безусловно. Но кроме физических данных нужно иметь голову и работоспособность. Да? Это все в совокупности, потому что иногда дети имеют великолепные данные от природы, да? Но они не могут фокусироваться, они не могут работать. Понимаете, ведь
как говорится, сделайте мне из дочки приму балерину. Невозможно сказать это будет неправда. У меня все дети как бы знают, что такое работать. Да? Если они приходят в школу, вот этот час-полтора, они работают, да? Но они работают с удовольствием. Нужно прививать к ним любовь, да? Любовь к искусству. Маленькие дети, с ними нужно быть осторожным, потому что у них меняется настроение. Как ты поспал, не выспался, или холодно, или ножки болят, или все. То есть к ним нужен индивидуальный... С ними нужно проводить образование играючись, через игру. Вот тогда они тебе будут делать все, что ты хочешь. Да? Вот со взрослыми в большей степени это родители. Куда ты направишься, что ты хочешь увидеть в своем ребенке, да? Что ты хочешь ему дать, какое ты хочешь дать ему образование. Я считаю, это очень много зависит от родителей. Потому что, допустим, вот вы привели ребенка, да, он пришел на класс, все, а он сказал, ой, может быть, я сегодня не пойду. Нет. Значит, вот если мы записались с тобой, да, на год, да, вот, нужно держать эту тактику. Значит, вот, пожалуйста, давай год отучимся, а там будет видно. Потому что, я говорю, разные бывают ситуации у детей, но, в принципе, я не могу жаловаться. У меня очень хорошие дети, и они большие труженики, и в хорошем смысле этого слова. И они любят, их не выгонишь из студии. Я считаю, это большая ответственность, потому что ты не только развиваешь их физически, да, но ты их развиваешь и духовно. Ведь через искусство, да, искусство несет красоту. Для них это первое выступление, да, вот, допустим, на той же сцене, это же запомнится на всю жизнь. Правильно? Красота красок, декораций, костюмов, музыки, да, зрителей на сцене. Вы представляете, 3,5 года ребенок выходит на сцену, и что-то делается. Я всегда говорю своим детям, вы выходите на сцену, вы должны тронуть сердца людей, которые сидят в зале. Они очень хорошо понимают. Я говорю, вы танцуете не для мамы и для папы. Приходят на вас смотреть разные люди, и вы должны тронуть их сердца. Вот если вы тронете их сердца, считайте, что вы не зря прожили эту жизнь.